Сейчас на рынке есть множество отличных стратегий, которые предлагают игрокам различные сценарии и механики игры. Однако, 2023 год обещает быть еще более интересным для фанатов жанра, так как нас ждут новые игры, которые удивят нас своим качеством и оригинальностью. Это видео я разбил на две части, чтобы уложиться в тайминг. Первая часть была в прошлый раз, а теперь продолжаю. Это быть инди, приятного просмотра. Broken Arrow – это масштабная военная стратегия, в которой игроку предстоит учитывать множество деталей, в том числе логистику, наличие или отсутствие разведданных, особенности местности и так далее. Игра предлагает максимально приближенную к реальности обстановку, заставляя пользователя постоянно подстраиваться под неожиданности и формировать новые отряды, чтобы получить шансы на победу. Искусственный интеллект продуманный и также может составлять свои планы и тактики, нарушая первоначальный ход событий. Действие происходит в период современности и столкновений армий США и России. Играть можно за любую из сторон, при этом вооружение и техника будут отличаться, так как военные отрасли этих государств сильно отличаются друг от друга, стремясь выделиться. Локации при этом могут быть самыми разными, от просторной степи до городских улиц. Все окружение разрушаемо, так что последствия боя видны невооруженным глазом. Наиболее эффективный способ победы над противником – нарушение его логистики, так как если войскам некому будет отдавать приказы и обеспечивать им нужными ресурсами, то их силы быстро иссякнут. Но эта территория защищена наиболее сильно, так что прорываться к ней будет тяжело и требует не только тактики, но и хитрости со стороны командира. Tempest Rising рассчитан на любителей стратегии в реальном времени. Этот тайтл подражает классическим представителям жанра RTS из конца 90-х и начала нулевых. Видеоигра использует изометрический вид, однако у нее полностью трехмерная графика. На выбор дается 3 фракции. Игровой процесс за каждую из них заметно отличается. Проект выполнен в научно-фантастическом сеттинге. Показанные в нем события происходят в альтернативном мире. В 1960-х годах Карибский кризис закончился полномасштабным конфликтом. Сверхдержавы обменялись ракетными ударами, после чего на Земле наступила ядерная зима. Действие тайтла начинается спустя 40 лет после той войны. История и лор раскрываются в 2 кампаниях, суммарно насчитывающих 30 миссий. Кроме них есть одиночные сражения на картах с ботами. Еще присутствует мультиплеер с обычными и рейтинговыми матчами. В нем пользователям доступна легкая кастомизация. В сетевых зарубах геймеры могут воевать между собой или сражаться вместе против искусственного интеллекта. Геймплей в игре напоминает серию Command & Conquer. Здесь тоже надо отправлять аналоги харвестеров на добычу ценного минерала, в данном случае ресурса под названием Tempest, вокруг которого и завязан весь сюжет. Помимо этого, тут надо отстраивать базу, развивать экономику, штамповать юнитов, захватывать ничейные постройки, а также биться с вражеской армией и нейтральными существами. Sanctuary Shattered Sun – это масштабная РТС, действие которой происходит в будущем, с невиданными ранее игровыми механиками, такими как разрушение всей карты с помощью супероружия, и динамическими возможностями карты, такими как получение контроля над погодой и замораживание океанов, с последующим перемещением по ним боевых единиц. Борьба за выживание происходит на впечатляющей сфере Дайсона, искусственной космической станции, вращающейся вокруг Солнца. Геймплей привлекает фанатов, которые любят старые добрые RTS-игры, со знакомыми механиками, такими как технологические уровни, поточная экономика, юнит-контроль и модернизация технологий. В этой игре предпочтение дается макро, а не микро, и вы можете сосредоточиться на общей картине, выстраивая очередь юнитов на строительство, создавая шаблоны зданий и даже отдавая приказы юнитам, которые еще не построены. Высокотехнологичная сфера Дайсона имеет полный контроль над своими погодными системами. На некоторых картах есть функции управления погодой, которыми можно манипулировать, чтобы заморозить всю карту. Это кардинально меняет возможности передвижения юнитов, замораживая корабли и позволяя сухопутным юнитам пересекать замерзшую воду. В игре вы можете выбрать одну из 3 фракций, борющихся за полный контроль над сферой Дайсона. У каждой фракции свои методы, оружие, транспортные средства и боевые единицы для достижения одной цели – господства над этим галактическим сектором. Beyond All Reason. Погрузитесь в жестокий мир, где в борьбе за победу необходимо тактическое и стратегическое превосходство.
Ваши силы заключаются в тщательном балансе между экспоненциально растущим доходом от ресурсов и производством разрушительных боевых машин. Вы сами решаете, хотите ли вы разоружить своих врагов несколькими точными ранними ударами или построить 1000 бомбардировщиков и уничтожить их. Все юниты и снаряды моделируются в реальном времени. Игра предлагает полностью смоделированную баллистику снаряда, физику взрыва и деформацию местности. Наслаждайтесь захватывающей стратегией в реальном времени, независимо от того, командуете ли вы отдельными отрядами или многотысячной армией. Возьмите под свой контроль, участвуя в эпической борьбе за господство. Форма каждого поля битвы в игре определяет, какие стратегии работают и какие юниты эффективны. Никакие две карты не будут играть одинаково. Радар не может проникнуть в горы, а ядерная война физически изменит местность. Используйте более 10 различных классов юнитов, включая вездеходные экспериментальные юниты, чтобы проложить себе путь к победе. У каждого юнита в игре есть своя роль. Смешивайте и подбирайте их так, чтобы создавать бесконечное число возможных тактик. Экспериментируйте со своими комбинациями и демонстрируйте новые стратегии, которые вы разрабатываете в бою. Godsworn – стратегия в реальном времени, в которой рассказывается история противостояния божества и обычных смертных. Так получилось, что теперь простые люди получили невероятную силу и теперь могут уничтожать любых могущественных существ. Вам предстоит взять на себя роль одного из божества, собрать армию и постараться уничтожить языческих рыцарей, которые решили навсегда очистить мир от веры. Нельзя допустить, чтобы люди забыли о существовании божества, иначе могущественные существа просто исчезнут и не смогут больше властвовать. А чтобы поддерживать веру, совершайте подвиги, стройте поселения и прогоняйте земель язычников. Несмотря на то, что божество имеет большую силу, ее недостаточно. Именно поэтому, играя за божество, вам предстоит искать соратников и вместе с ними уже покорять новые просторы. Управляйте войсками, среди которых будут сказочные существа и неведомые монстры. Применяйте стихию и не забывайте заниматься своим наследием, чтобы добиться благоприятного результата. Вас ждет много различных задач, но только так вы докажете, что думаете о народе и готовы оправдать все их ожидания. А кто пытается отравить все земли язычеством и путем хаоса заставить забыть о богах, эти люди должны быть уничтожены. Сомнений в этом точно не должно быть. Планируйте свои действия и добивайтесь успеха в этом непростом приключении. Вам предстоит активно обучать свои войска, применять свое могущество и постепенно уничтожать языческих рыцарей. Age of Mythology Retold – ремастер оригинальной стратегии 2002 года. Это боевая стратегия в реальном времени, происходящая на локациях открытого фэнтезийного мира. Для развития собственной расы дается несколько эпохальных периодов. В них входят экономические становления поселений, войны за новые территории с соседними племенами и государствами, политические направления внутреннего и внешнего управления. Основные ресурсы для строительства необходимо добывать, привлекая население. Золото – основная валюта, признаваемая всеми участниками процесса. Состав и численность армии зависит от построенных на территории крепости казарм. Все земли имеют мифическое происхождение. Им покровительствуют боги, которые оказывают влияние на расстановку сил в сражениях. Доступен многопользовательский режим, в котором можно создавать союзы и вступать против противников в компании друзей. В ремастере полностью обновлена механика, влияющая на физику действий и визуальную составляющую. Древние легенды и мифы вновь переплетаются в единый интересный сюжет. Герои призваны возродить былое величие античного мира. Как и его оригинальное воплощение, Age of Mythology Retold очень похожа на Age of Empires. Вы выбираете цивилизацию, строите базу и армию и остаетесь последним выжившим игроком. Однако, в нем есть дополнительный ресурс – благосклонность, который используется, чтобы выслужиться перед богами. От обеспечения обильного урожая до вызывания цунами и землетрясений все зависит от конкретного божества, которое вы выбираете в разные эпохи. Хотя оригинальные цивилизации – греки, скандинавы и египтяне – определенно включены, игрокам следует обратить внимание на две дополнительные цивилизации – атлантов и китайцев. В качестве ремастера вы можете играть в классическую стратегию в реальном времени в более высоком разрешении. Более подробные модели персонажей, улучшенные текстуры и более яркие цвета теперь доступны в дополнение к переработанным репликам и звуковым эффектам, а также компаниям, которые игроки знали и любили.
Игроки, ищущие совершенно новый контент, могут быть разочарованы, несмотря на ремастеринг. Помимо обновленной игровой механики, в нем нет других новых материалов. Если его родственные выпуски Definitive Edition являются какими-либо индикаторами, трудно ожидать новых карт или кампаний, хотя будущий выпуск не полностью сбрасывает со счетов эту возможность. Кроме того, здесь больше нет ошибок или сбоев, которые использовались игроками в оригинале. В телеграм-канале «Быть инди» я рассказываю об интересных новостях, связанных с игровой индустрией, новыми релизами и апдейтами. Также делюсь инсайдами собственных разработок и многое другое. Буду вас там ждать. Dungeons 4 — это игровой проект, который представляет собой логическое продолжение серии игр про абсолютное зло и его верную спутницу, темную эльфийку по имени Талия. Разработчик все-таки принял решение вернуться к стратегиям, поэтому пользователи смогут по достоинству оценить действительно интересный игровой процесс. Необходимо будет сделать абсолютно все, чтобы сражаться с добром и снова получать лавры победителя. Также необходимо будет дополнительно обустраивать свое подземелье, чтобы удовлетворять свои потребности. После этого можно будет отправиться в Верхний мир для того, чтобы снова ступить на тропу войны после добра. Игровой процесс завязывается на том, что пользователю необходимо будет постоянно напоминать добрым людям о том, кто на самом деле является владыкой этой вселенной. Благо, абсолютно злой действительно сильный, однако и противников недооценивать не стоит. Придется использовать самые разнообразные тактики, чтобы полностью уничтожить зло и сеять хаос на эти вечно зеленые лужайки и поля с цветами. Именно пользователь будет вступать здесь помощником, который управляет абсолютно каждым действием. Весьма необычный и интересный игровой проект. Infection Free Zone — это стратегическое выживание, где игроку предстоит отвечать за последние остатки человечества и пытаться вернуть их власть хотя бы над городом. Все ресурсы очень ограничены, и расширение населения одновременно хорошо и катастрофично, так как потребление всего продовольствия возрастает в разы, а значит необходимо расширять территорию и увеличивать производство. Все помещения вокруг можно задействовать в своих целях, восстанавливать для комфорта или придумывать им новые применения. Вирус безумия начал стремительно захватывать население всех стран, заставляя людей сходить с ума и нападать на здоровых. Они стали фактически живыми агрессивными мертвецами, больше не способные на разумные решения и нападающие на все живое и незараженное. Правительство пало практически мгновенно, вокруг воцарился хаос и паника. Лишь спустя несколько месяцев выжившие начали объединяться между собой и приняли решение создавать свободные зоны. Но для этого необходимо не только выбрать территорию, но еще и полностью зачистить ее от всех зомби. В Infection Free Zone пользователь может выбрать любой из больших городов мира, который будет представлен в формате макета. На нем игроку предстоит отстраивать и занимать нужные помещения, отлаживать производство, подводить электричество, собирать отряды для разведки и поиска припасов. Без автомобиля этого делать определенно не стоит, так как больные обычно нападают огромными толпами и легко загрызут даже вооруженную группу. New Cycle — это мрачный градостроительный сим, а также симулятор управления колонией. Данный проект выполнен в сеттинге постапокалипсиса. Его действие происходит в недалеком будущем, где люди разделились на племена. По сюжету, после мощной солнечной вспышки планета погрузилась в хаос. Игроку предлагают создать новую цивилизацию на руинах старой и восстановить единство человечества. Пользователь руководит группой выживших. Ему необходимо превратить их скромное убежище в процветающий мегаполис. Мешать достижению целей будет изменившаяся природа. Из-за проблем с атмосферой на Земле начали случаться разрушительные катаклизмы, а сезонные циклы стали весьма непостоянными. Смена времен года визуально преображает карту. Например, зимой локацию засыпает снегом. Погода при этом изменчива. В игре новый цикл, надо выращивать еду, добывать полезные ископаемые, создавать производственные цепочки, торговать с другими поселениями, исследовать технологии. Основной акцент в геймплее сделан на развитии промышленности. Тут необходимо строить множество различных фабрик. Система строительства позволяет свободно расставлять объекты. При желании можно разделять населенный пункт на сетки. Основным ресурсом в этой видеоигре являются жители. Геймеру придется удовлетворять потребности населения, следя за моральным духом, количеством рабочей силы и их эффективностью. Silence of the Siren.
Это классическая пошаговая стратегия, которая одновременно поместила в себе исследование окружения и невероятные схватки, где вы сможете контролировать разные типы воинов, собрать под своим управлением могущественную армию и уничтожить всех на своем пути. Разные космические цивилизации пытаются удержать контроль над удаленной звездной системой. Ну а вы сможете исследовать удивительные планеты, добыть все возможные ресурсы и, может быть, даже возвести могучие города. Ведь в системе Сирена находится Галактический Альянс и забытая цивилизация первобытных. Но вот только они были отрезаны от остальной Вселенной, и теперь Альянс раскололся на несколько фракций, которые враждуют между собой. При этом, чем сильнее вы погрузитесь в исследование, тем отчетливее станет ощущаться опасность. Stormgate — это многопользовательский игровой проект, который сочетает в себе стратегии экшена в режиме реального времени. Сюжетная линия будет рассказывать о вселенной, которая совершенно недавно пережила постапокалипсис. Именно здесь можно встретить прекрасную комбинацию фэнтези и научной фантастики. Все действия в линии сюжета будут разворачиваться во вселенной после катастрофы. Она произошла из-за вторжения инопланетных существ. Именно по этой причине все человечество полностью вымерло. Небольшая часть людей, которым все-таки посчастливилось выжить, отправляются на сражение против инопланетных захватчиков. Также пользователи могут воспользоваться режимом PvP или же кооперативом для команды из 3 игроков. Отдельно стоит выделить тот факт, что здесь игроки могут даже самостоятельно создавать уникальные локации или сражения, а потом проводить матчи на их территории. Режим создания очень богатый, и без лишних проблем можно создавать удивительные игровые проекты. При желании можно даже вносить кастомизацию в имеющихся персонажей, чтобы они лучше вписывались в новый антураж сражения. Все зависит только от пользователя и его фантазии. Спасибо Степану за поддержку этого выпуска. Вот такой получился насыщенный и интересный топ. Пишите в комментариях, какую игру я забыл включить. И не забудьте обязательно посетить мой телеграм-канал, там не менее интересно.